Всем привет! В прошлом году мы с вами вязали вот такой брелочек бычка Тимошку. Я решила повторить такой же опыт и связать символ следующего года, тоже брелочки тигрят. Ростиком они получились 10 сантиметров. Вот такие вот тигрята. Вяжутся они одной деталью полностью, начинается с ножек и заканчивается вязание на голове. Вот. Что я использовала? Пряжа, как всегда, Yarn Jeans, 55% хлопок, 45 полиакрил, в 50 граммах 160 метров. В мастер-классе я вязала вот этого тигренка. Этот цвет, основной цвет номер 77. Белый цвет это 62. Черный не помню, надо посмотреть, оставлю внизу под видео номер. Ну, черный один у них есть такой в джинсе. Вот этого тигренка вязала номером 67. Вот этого номером 23. И здесь коричневый, это номер 70. Глазки на безопасном креплении 6 миллиметров. Крючком вязала 2 миллиметра. Наполнитель холофайбер. Как всегда, понадобятся иголочки и ножнички. Вот такие вот тигрята. Можно использовать как брелочек, можно как подвесочку, вот как я здесь сделала. Можно в машину такую повесить, там на сумочку, куда-то еще. Если у кого-то возникло желание связать со мной таких тигрят, давайте приступим. Вяжем ножки. Делаем кольцо амигуруми. Закрепляем петельку. И в кольцо провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Колечко затягиваем. Во втором ряду провязываем в каждую петлю по 2 столбика. В первую петлю 2 столбика, во вторую 2 столбика, в третью 2 столбика, четвертую и в пятую 2 столбика. У нас получилось 10 петель. В следующую петлю провязываем еще 1 столбик без накида и в следующую соединительный. Петельку закрепляем и обрезаем. Берем оранжевую ниточку, делаем закрепительную петлю. Вяжем третий ряд. Этот ряд будем вязать за задние стеночки петли. Вот у нас 2 стенки. Вязать будем за заднюю. Провязываем 1 столбик, 2 столбик и 3 столбик за задние стеночки. Затем делаем убавку. Тоже за задние стенки продеваем первую ниточку, в следующую петлю вторую ниточку, 3 петли на крючке провязываем вместе. Здесь скрытую убавку не делаем, потому что за задние стенки вяжем. Далее опять по одной петле за заднюю стенку 1, следующую петлю вторую, следующую петлю третью и еще одна убавочка
за задние стенки. Первую петлю, вторую петлю и провязываем 3 петли на крючке. У нас получилось 8 петель. Четвертый ряд провязываем 8 петель за обе стеночки, как обычно. Вяжем 8 петель. 1, 2, 3, 4, что-то путается, 5, 6, 7 и 8. Восьмую петлю вяжем не до конца, меняем цвет на черный. Берем черную ниточку и ей заканчиваем эту петлю, последнюю, восьмую. Затем провязываем 8 петель черной ниточкой. Последнюю, восьмую петлю провязываем так. В восьмую петлю заводим крючок, выводим ниточку, затем следующую еще ниточку вытягиваем из предыдущего ряда. Вот начало первой петли, вот здесь она у нас сама петля первая, вот здесь вот начало ее. Это чтобы не было ступеньки резкой. Тоже протягиваем ниточку, у нас на крючке 3 петли, а заканчиваем уже оранжевой ниточкой. Черную подтягиваем и смотрим, что у нас получается более ровный переход цвета. Далее шестой ряд вяжем так. Оранжевой ниточкой провязываем одну петлю, следующую одну петлю, в третью петлю тоже одну петлю, а в четвертую прибавка 2 петли. 1, сюда же вторая. В следующую 1 столбик, во вторую 1 столбик, в третью 1 столбик, в четвертую прибавка 2 столбика. Теперь в следующую петлю провязываем 1 столбик, это на первой ножке, не провязываем так, столбик без накида. В следующую петлю соединительный, ниточку закрепляем и обрезаем. Это на первой ножке. Вот эту черную уже тоже можно отрезать. Теперь нужно связать еще одну точно такую же ножку, только на второй ножке ниточку не обрезаем. Вот я связала вторую ножку. На второй ножке после прибавки, вот мы провязывали 3 столбика прибавка, в следующую петлю провязываем соединительный столбик, делаем 1 воздушную петлю, берем первую ножку и вот где мы делали соединительный столбик, перед ней петля, в нее делаем соединительную петлю с этой ножкой. Все, ножки соединили и начинаем вязать первый ряд туловища. Берем маркер начала ряда, кого какой, кому как удобно, и начинаем провязывать. Вяжем по первой ножке 10 петель. 1, 2 и 10. Затем, где у нас была воздушная петля между ножками, провязываем в нее 1 столбик. Далее по второй ножке тоже провязываем 10 столбиков. Начинаем со второй петли, не вот эта, где у нас была соединительная, а со следующей петли, и провязываем 10 столбиков. Вот, провязали, и теперь с этой стороны цепочки вот этой одной воздушной петли провязываем также столбик без накида. У нас получилось 22 петли. Второй ряд провязываем без изменений 22 петли по кругу. Третий ряд сделаем 2 прибавки по бокам. Провязываем 1, 2, 3, 4. Если у кого-то другое количество петель, провязывайте до боковой стороны. В следующую петлю прибавка,
Дальше провязываем до следующей стороны. У меня это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель. И опять делаем прибавку. 2 петли в одну петлю. И довязываем до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5. У нас получилось 24 петли. Теперь нам нужно провязать 6 рядов по 24 петли по кругу. Вяжем с 4 по 9 ряд. 4, 5, 6, 7, 8 и 9 ряд. Вяжем по 24 столбика по кругу. Вот я провязала 9 ряд, добавила наполнителя в ножки и вяжем 10 ряд. В 10 ряду сделаем 6 убавок. Провязываем 2 столбика ровно, затем убавка. Скрытую убавку делаем за передние стеночки петли. Берем первую стенку петли, вторую петлю, первую переднюю стеночку и провязываем убавку. И так вяжем до конца ряда. 2 столбика ровно, затем убавка. В конце ряда у нас получится 18 петель. 11 ряд провязываем без изменений, 18 столбиков по кругу. После 11 ряда еще добавляем наполнителя. Вяжем 12 ряд, также сделаем 6 убавок. Провязываем 1 столбик, затем делаем убавку. И повторяем 1 столбик, убавка. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас получится 12 петель. 13 ряд провязываем без изменений, 12 столбиков по кругу. Добавляем еще наполнителя и вяжем 14 ряд. Это уже будет у нас начало вязания головы. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика. В первую петлю 2 столбика, во вторую петлю 2 столбика и так далее. В каждую петлю по 2 столбика. И в конце ряда у нас получится 24 петли. 15 ряд провязываем без изменения, 24 петли по кругу. 16 ряд. Сделаем 6 прибавок. Вяжем 3 столбика ровно, 1, 2, 3. В следующую петлю прибавка. И повторяем 3 столбика ровно, в четвертую петлю прибавка. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас получится 30 петель. Провязали. Теперь 6 рядов вяжем без изменений по 30 столбиков по кругу. Вяжем 17, 18, 19, 20, 21 и 22 ряд. 6 рядов по 30 петель. Вот я провязала 22 ряда. Теперь на этом этапе, кто будет крепить глазки, нужно прикрепить глазки. Я вот себе наметила уже, где у меня будут глазки. Глазки крепим между 19 и 20 рядом. Отсчитываем вот 14, 15, 16, 17, 18, 19. И между 19 и 20 рядом крепим глазки. Расстояние между глазками 4 петли или 3 вот такие вот дырочки. 1, 2, 3. Вот в одну я делаю, это вот так вот делаете пополам, находите середину, отсчитываете, отставляете 3 дырочки и по краям крепите глазки.
Вяжем 23 ряд, сделаем 6 убавок, провязываем 3 столбика, 1, 2, 3. Далее делаем убавку за передние стеночки петли. И так продолжаем до конца ряда. 3 столбика, затем убавка. И в конце ряда у нас получится 24 петли. Добавляем еще наполнители и вяжем 24 ряд. Провязываем, тоже сделаем 6 убавок, провязываем 2 столбика, 1, 2, затем делаем убавку за передние стеночки петли. Так вяжем до конца ряда, 2 столбика, убавка. В конце ряда у нас получится 18 петель. После каждого ряда с убавками добавляем еще наполнители. Вяжем 25 ряд, также делаем 6 убавок. Провязываем 1 столбик, затем убавку. И так вяжем до конца ряда, столбик, убавка. В конце ряда у нас получится 18 петель. Вернее, не 18, а 12 петель у нас остается. В конце ряда получается. Добавляем уже до конца наполнитель в голову и делаем подряд 6 убавок за передние стеночки петли. Весь ряд убавки. 2 и так далее. У нас получится 6 петель. Все, вот у нас осталось 6 петель. Добавьте наполнитель, если еще нужно. Ниточку отрезаем, вытягиваем, и нужно будет сейчас стянуть отверстие. Берем иголочку. И за передние стеночки петли собираем петли. За передние стенки. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем колечко. Затем иголочку вводим в самую серединку и выводим куда-нибудь в бок. Подтягиваем. Все. Закрепляем ниточку и обрезаем. Свяжем мордочку. Она будет состоять у нас из двух вот таких вот деталек. На первой детальке они обе одинаковые. Мы делаем соединительную петлю и ниточку закрепляем и обрезаем, а вторую не обрезаем. Делаем кольцо амигуруми, как обычно, закрепляем и в колечко провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Колечко затягиваем, и теперь в каждую петлю провязываем по одному столбику. Также 6 столбиков получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так как мы не прибавляем ничего, она у нас закручивается в эту сторону, поэтому ничего страшного. Здесь затягиваем колечко, обрезаем. И на лицевую сторону, чтобы она у нас не заворачивалась, делаем
Так. Теперь на первой, как я сказала, делаем также вот провязали 6 столбиков. В следующую петлю провязываем соединительную петлю. Так, что-то у меня перекрутилось тут. Так. Следующую делаем соединительный столбик. Вот. На первой детали ниточку закрепляем и обрезаем, а на второй не обрезаем. Вернее, обрезаем, но оставляем ниточку для пришивания, кончик. Подлиннее оставим и вытягиваем. Теперь нужно ее продеть в иголочку. Теперь вот эти две детальки нужно на 2 петельки соединить между собой. Берем первую деталь, продеваем в любую петлю. Так вот. Так. Затем петельку на этой детали и следующую петлю на первой. Вот. Такая вот мордочка у нас получается. И сейчас мы ее пришьем. Так, пришивать будем между 16 и 18 рядом на 2 ряда. Отсчитываем вот этот 14 ряд, где у нас были прибавки. В каждую петлю 14, 15, 16. И смотрим, где у нас серединка между глазами. Так. И начинаем пришивать. Пришиваем за задние стеночки петли. Вот. За задние стеночки. Так. Затем следующую петлю захватываем на голове. И следующую заднюю петельку на мордочке. Так вот, как обычно. Я уже не буду на камеру, очень неудобно показывать. Все вот так же аналогично. Как мы ее приложили, можно даже приколоть вот здесь вот посерединке иголочкой, чтобы она никуда не уезжала. И вот так вот пришить ее полностью. Всю мордочку за задние стеночки. Теперь вышьем носик. Берем любую черную ниточку. У меня это джинс. Здесь вот в середину вводим иголочку, выводим сбоку возле глаза. Здесь оставим кончик. Затем здесь в серединку вводим, выводим с этой стороны. И вот так вот будем как треугольничком вышивать. Получается на 3 петли вот эти вот средние. Вот так вот. И теперь делаем стежки до того времени, пока у нас не заполнится весь носик черный, чтобы не было видно. Вот так вот прокладываем. Каждую. Следующую. Так, это заводил. Так, все. И вот так вот в эти 3 дырочки
делаем стежки, пока носик весь не заполнится. Все, вот недостаточно. Теперь вот эту ниточку прокладываем вот так сверху, выводим справа и вниз. Так вот. Теперь вот эту перемычку надо сделать здесь посерединке. Продеваем. И опять вниз выводим. Все. Теперь вот здесь вот эти ниточки свяжем. Так вот. И спрячем внутри вязания, куда-нибудь выведем. Теперь сделаем утяжку глазок. Я отрезаю ту же пряжу, которую я вязала, такие две небольшие ниточки. Продеваем в иголку. Вот здесь вот шею между 13 и 14 рядом. Продеваем иголочку, выводим сбоку глаза справа. Кончик оставляем. Затем с этой стороны глазика проводим, выводим здесь же, в этом же ряду, где шея, слева на одну петлю. Я это в каждом своем видео показываю. Смотрите, где кому удобнее смотреть. Ниточка, чтобы прокладывалась внизу под глаз, уходила у нас. Нужно его чуть-чуть вот так отогнуть, чтобы ниточка прям под глаз ушла. Так. И то же самое со вторым глазом. Теперь с этой стороны вводим. Так, мешает от глаза застежка. Так. С этой стороны слева выводим сюда, тоже на одну петлю в сторону. Так, берем эти ниточки и эту ниточку утапливаем под глаз. Вот так вот. Теперь берем две ниточки от одного глаза и связываем на один узелок, пока подтягиваем. Теперь вторую тоже на один узелок и подтягиваем. И смотрим, чтобы у нас была одинаковая утяжка. Так, здесь подтянули, здесь подтянули. И смотрим, чтобы глазики были одинаковые. Все. Когда убедились, что одинаковые, завязываем еще на 2 узелка. 1, 2, чтобы было крепко. И эту сторону также. 1, 2. Все. Теперь вот эти ниточки заправляем в иголочку и в это же отверстие вводим и выводим где-нибудь с другой стороны и обрезаем. Так прячем кончики. Теперь свяжем ушки. Одно вот такое я связала уже ушко. Сейчас свяжем с вами второе.
Берем белую ниточку, в кольцо амигуруми провязываем 5 столбиков, закрепляем ниточку и провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Затягиваем колечко, ниточку закрепляем, вытягиваем и обрезаем. Затем берем оранжевую ниточку и также точно делаем в кольцо амигуруми 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Затягиваем, только ниточку не обрезаем. Теперь берем белую часть лицевой стороной к себе, продеваем вот так в первую петлю за обе стеночки крючок, берем вот эту часть изнаночной стороной к себе. Получается, что они у нас будут соединяться изнаночными сторонами внутрь. И вот эту петельку, которая у нас была провязана, мы ее продеваем через белую, протягиваем. Так, теперь 1 воздушная петля подъема, и опять вот в первую же, в эту же петлю продеваем с одной стороны крючок в эту, и за 2 стеночки петли оранжевую, тоже первую петлю, вот так вот насквозь продеваем и провязываем столбик без накида. Затем вторую также точно захватываем белую, затем оранжевую вторую петлю и соединяем столбиком без накида. Третью, 4-ю, и 5-ю. Так, здесь последняя. За обе стеночки продеваем и провязываем столбик без накида. Затем в эту же последнюю 5-ю петлю продеваем насквозь и провязываем соединительный столбик. Теперь ниточку оставляем для пришивания и вытягиваем. Вытягиваем. Вот эти все ниточки подтянули. Теперь их надо обрезать покороче. И их нужно запрятать между вот этими двумя частями вот этого ушка. Вот так вот. И вот такое ушко у нас получается. Нужно связать 2 такие детали. Пришьем ушки. Вот смотрим ряд, где мы крепили глазки, на 1 ряд вверх. Посерединке отмечаем среднюю петлю. От нее отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 дырочек. В 6-ю ставим маркер. И здесь, не считая вот этой вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, вы, конечно, можете пришивать по-другому. Я просто показываю, куда я пришиваю. Берем ушко и, начиная со следующей петли, вот иголочки не в эту, вот она следующая, начинаем вверх на ряд шить. Так вот. Продеваем 1 петлю на голове
и одну петлю на ушке насквозь, чтобы и белая, и оранжевая часть были продеты на ушке. И следующую петлю наверх. Так, и теперь с этой стороны зацепляем обе стороны. 2. Следующий ряд. Теперь с этой стороны насквозь. 3. И на 4 петли я пришиваю вверх. И 4-й ряд. Зацепляю крайнюю петлю. Вот таким образом. Теперь здесь нужно сделать узелок, ниточку закрепить и спрятать внутри вязания. Второе ушко пришиваем аналогично со следующей петли от маркера на 4 ряда вверх. Вышьем полосочки на голове. Я отрезала черные ниточки где-то около метра. Берем сверху от головы, отсчитываем сзади 1, 2, 3, 4, 5 и по серединке вводим иглу, а выводим спереди где-то от крепления глазок на 1, 2, 3, 4 ряда вверх, по середине между глазами смотрим, где серединка. Вводим, оставляем кончик, чтобы потом спрятать, прокладываем по верху и опять в это же отверстие вводим, так, а выводим сбоку и на ряд выше. Так. Прокладываем. Здесь тоже так же на ряд выше. Вот этой первой. Выводим здесь слева и на ряд выше. И здесь также тоже на ряд выше. Так, а выводим. Теперь будем боковые вот эти вот полосочки. Вот здесь, где ряд, где крепились глазки, отсчитываем от глазика где-то 2 дырочки. Начиная от 3 считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. В нее ставим отметку и вот отсюда выводим сюда нить. Так. Теперь в 3-ю дырочку от глаза вводим, а выводим ниже на 1 ряд. Этой. И вот так делаем 3 полосочки ниже на ряд. Так. И с этой стороны также точно. Вводим. Выводим на ряд ниже. С этой стороны. А выводим вот в начальной вот этой вот петле, где мы начинали вышивать. Так, теперь вот эти 2 ниточки
Связываем между собой и прячем внутри вязания. Еще вышьем бровки. В любое место продеваем иголочку, выводим сбоку глазика. Здесь оставляем кончик. На один ряд вверх и на одну петлю в бок вводим. Затем с этой стороны, чтобы одинаково было, выводим. Так. И также тоже на одну петлю в бок и на один ряд вниз. Так вот, а выводим в этом же отверстии, куда вводили иголочку. Так вот. С этой стороны ниточки связываем и прячем внутри вязания. Свяжем ручки. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Один, два, три, 4, 5, 6. Затягиваем колечко. Следующую петлю провязываем 1 столбик без накида. Затем в следующую петлю соединительный столбик, ниточку закрепляем и обрезаем. Берем оранжевую ниточку, делаем закрепительную петлю и вяжем за задние стеночки 6 столбиков без накида. 1, 2, все за задние стенки. 3, 4, 5. На последнем столбике меняем цвет. 6-й столбик провязываем не до конца. Берем черный и заканчиваем столбик. И провязываем черной ниточкой 6 столбиков без накида. Шестой столбик вяжем не до конца. Захватываем ниточку и заканчиваем уже оранжевым цветом. И провязываем один ряд 6 столбиков оранжевой ниточкой. Также на последнем столбике меняем цвет нити уже теперь опять на черный. Провязываем один ряд черной ниточкой. И в конце ряда опять меняем на оранжевый. И провязываем 2 ряда по 6 столбиков оранжевой ниточкой. Вот что у нас получилось. Мы набрали 6 столбиков в кольцо амигуруми, затем за заднюю стенку провязали 1 ряд оранжевым, потом, как обычно, за обе стеночки 1 ряд черный, 1 оранжевый, 1 черный и 2 оранжевых. Всего у нас получилось 7 рядов. Теперь складываем пополам. Вот этот, где у нас шла смена ряда, у нас должна так вот к себе вот этой стороной лежать, и соединяем за обе края
с этой стороны петлю, с той стороны захватываем и соединяем двумя столбиками без накида. Один и следующий тоже также второй. Оставляем кончик для пришивания, ниточку отрезаем и вяжем еще одну такую же ручку. Вяжем хвостик, берем черную ниточку, продеваем кольцо амигуруми, делаем, в кольцо провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Колечко затягиваем. Следующий ряд провязываем этой же ниточкой в каждую петлю по одному столбику. 5 столбиков всего. 1, 2, 3, 4, 5. Она у нас немножко так выворачивается сюда, потому что мы прибавок не делаем. Ниточку вот эту затягиваем от кольца, отрежем покороче и назад вернем на лицевую сторону. Так вот. Теперь меняем на оранжевый. Так, следующую петельку продеваем не до конца и берем оранжевую ниточку. Продеваем и вяжем также 5 столбиков без накида оранжевой ниточкой. Так вяжем 2 ряда оранжевых по 5 столбиков. Так вот, я не стала показывать каждый ряд, тут все по 5 столбиков вяжется. Вот как мы провязали с вами, остановились на оранжевом, провязала 2 ряда оранжевых, 1 черный, опять 2 ряда оранжевых, 1 черный и 2 ряда оранжевых. Вот так вот. Теперь соединяем хвостик 2 столбиками, тоже складываем пополам. Вот эта вот смена ряда цвета, вернее, идет у нас к себе, и насквозь за обе вот эти половинки провязываем 2 столбика. 1, ой, 2. Оставляем кончик для пришивания, ниточку отрезаем. Все, хвостик готов. Пришьем ручки. Ручки пришиваем между 11 и 12 рядом. Намечаем по бокам вот так, где у нас будут ручки, пришиваем на 2 петли. Чуть-чуть так. У меня получилось между иголочками 1, 2, 3, 4, 5, 6 вот этих отверстий, дырочек. Берем, захватываем одну петлю на туловище и одну петельку на ручке. Затем одну петельку на туловище и одну петельку на ручке. У нас было здесь 2 петли на ручке, поэтому так на 2 петли пришиваем. Теперь ниточку заводим куда-нибудь под ручку, закрепляем, делаем узелок, ниточку выводим куда-нибудь в другое место и обрезаем. Вторую ручку пришиваем аналогично. Так, теперь здесь вышьем полосочки. От ряда, где мы пришивали ручки, отсчитываем вниз 1-2 ряда и по серединке отмечаем. Теперь отступаем от середины еще 2 петли и в третью ставим. И здесь также 1-2, вот сюда ставим отверстие. Так, 1, 2, 3, 4, 5 дырочек у нас между ними.
Теперь от этой иголочки отсчитываем, ее же считаем тоже всего 7. Так, что тут у меня? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, это вы можете по своему усмотрению, я показываю, как я делаю. Вам, может быть, по-другому понравится полосочки вышивать. Так, оставляем кончик. Теперь в это же отверстие вводим иголочку, выводим на 2 ряда ниже. Здесь то же самое. На 2 ряда ниже. И здесь еще раз на 2 ряда ниже. Теперь с этой стороны, где мы отмечали иголочку, сюда вводим. Запутывается. Так. Теперь так, точно так же отсчитываем 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так. А выводим на 2 ряда ниже. То же самое здесь. 2 ряда ниже. А выводим последнюю в это же, в первое, это куда мы вводили вот эту иголочку. Вот так. Все. Теперь вот здесь иголочки, эти ниточки связываем и прячем внутри вязания. И также пришиваем хвостик. Я где-то пришиваю на вот этот ряд, где нижняя была полосочка. Одну петельку захватываем. Также точно пришиваем, как и пришивали и ручки. И одну петлю на хвостике. Все, ниточку снизу где-нибудь закрепляем. И прячем внутри вязания. Все, на этом вязание нашего тигреночка окончено. Я еще вышила ему реснички просто одним этим стежком, так же как бровки вышивала, и вышила по 2 стежка на ножках коготки. Вот коготки можно еще посмотреть, как я вышиваю. Это в прошлом видео, вот когда мы вот такого тигренка вязали с вами, можно посмотреть, как я вышиваю коготки. Ссылочку оставлю под видео. Все. И связала еще на шею ему просто цепочку из воздушных петель. Мне показалось, что как будто чего-то не хватает. Я взяла такую, просто связала, там, по-моему, 18 воздушных петель, цепочку, и просто сзади завязала, и все. Вот такой вот тигряша у нас получился. Ростиком он 10 сантиметров. Маленький, его можно на брелочек. Вот, сейчас покажу. Вот такой вот прицепить. Или подвесочку, чтобы повесить можно в машину, еще куда-то.
Вот такие тигрятки у нас можно навязать из разных цветов. Спасибо огромное всем, кто вязал вместе со мной. Также буду, как всегда, как я всегда говорю в конце каждого видео, обязательно жду ваши фото, ваших игрушечек. Меня иногда задают в комментариях, куда можно прислать. Все ссылочки есть под каждым видео. Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, куда угодно можно, везде есть мои странички. Вот. Так что, и еще я хотела сказать, что если кто-то не увидит фото своих работ, вот в следующем выпуске, допустим, вы прислали мне фото, да, и вышел следующий выпуск вашей работы по моим мастер-классам, если вдруг случайно, я, конечно, надеюсь, что я не пропускаю ни одного фото, но на всякий случай я просто прошу, если вдруг вы не увидели свое фото, если я пропустила, обязательно, пожалуйста, напишите мне, я это фото в следующем выпуске обязательно выложу, если я вдруг упустила. Надеюсь, что не так, но на всякий случай. В общем, еще раз огромное спасибо. Вяжите таких милых тигрят. Всем ровных петелек и пока-пока.